На пыльной окраине забытого богом городка, где каждый день казался отражением предыдущего, под обжигающим солнцем и вечным ветром жил человек, о котором никто уже не вспоминал. Его звали Иван. Его прошлое исчезло так же бесследно, как следы на сухой земле. Он потерял все — любимую семью, крышу над головой, уважение окружающих и, казалось, даже надежду. Теперь его единственными собеседниками были мусорные контейнеры, стаи уличных собак и упрямое молчание прохожих. Каждое утро он просыпался под навесом старого автобусного вокзала, где еще сохранялась тень. Он пил воду из общественного фонтана, ел то, что удавалось найти или выменять, и бродил по улицам, стараясь никому не мешать. Во время ежегодной ярмарки в центре города, куда съезжались торговцы, фермеры и артисты, шум и блеск разносились по округе. Среди гостей был молодой самодовольный бизнесмен по имени Артем. Он был богат, красив, умен и жесток. Все, что он делал, было ради демонстрации власти. В тот день, желая развлечь своих друзей, он приобрел на аукционе за бесценок жалкое создание — хромую, изможденную старую лошадь, покрытую грязью и шрамами. Ее звали Верба, как назвали бы простую деревенскую кобылу, забывшую, что когда-то бегала по свободным полям. Артем, ухмыляясь, повернулся к толпе. «Дам я ее нашему философу». Он указал на Ивана, стоявшего неподалеку, ссутулившегося, но с прямым взглядом. Смех взорвался вокруг. «Вот тебе средство передвижения, барин! Теперь ты джентльмен!» — выкрикивали шутники. Иван ничего не ответил. Он подошел к лошади молча. Она подняла голову с трудом, и их взгляды встретились. В тусклых, замученных глазах животного отражалась боль, усталость и отчаянное ожидание. Это был немой крик того, кто прошел через слишком многое. И Иван понял ее, потому что он сам был в таком же положении. Он отвел Вербу за город, к заброшенной тракторной мастерской. Ее крыша давно провалилась, стены облупились, но внутри все еще хранилось пространство, защищенное от ветра. Он расчистил место, принес старые тряпки, нашел ведро и стал ухаживать. Каждый день он собирал сено с окраинных полей, брал воду из канав, искал травы, полезные для восстановления. Он разговаривал с ней. Негромко, медленно, как будто обращался к себе. Верба ела, слушала и со временем начала меняться. Ее глаза стали внимательнее, походка увереннее, дыхание ровнее. Сначала никто не верил, что она выживет. Потом, что она сможет ходить. Затем, что она сможет бегать. Но однажды местные дети заметили, как старик бежит рядом с лошадью вдоль поля, размахивая руками и смеясь, а она, пусть медленно, пусть с трудом, но следует за ним. Когда Иван увидел объявление о гонке выносливости в соседнем поселке, он долго держал листок в руках. Это было безумие. Гонка была тяжелейшей, десятки километров через пересеченную местность. Но там не требовалось породистой лошади, только дух и сила воли. А этого у них было вдоволь. Подготовка длилась месяцами. Утренние пробежки, растяжки, массаж ног лошади, теплые компрессы, мягкие разговоры. Он учился читать ее дыхание, чувствовать каждое напряжение, мышцы. Они стали единым организмом. Человек и лошадь. Два сердца, одно усилие. Когда они прибыли на гонку, толпа снова засмеялась. Некоторые участники даже пытались помешать им стартовать, считая их угрозой своей репутации. Но организаторы не нашли повода для отказа. Условия были простыми. Начни и закончи, если сможешь. Сама гонка была настоящим адом. Безжалостное солнце палило с самого рассвета, поднимая в воздух волны горячего марева. Порывистый ветер то и дело бросал пыль и песок в лицо, превращая каждый шаг в борьбу. Дорога,
если это можно было назвать дорогой, состояла из острых камней, вязкой глины и крутых подъемов, от которых ныли суставы и отказывались слушаться мышцы. Некоторые фавориты, уверенные в своих силах, рванули с места как молнии. Но спустя пару часов их сияние потускнело. Один из них потерял сознание, другой вывихнул ногу, а третий просто не выдержал темпа. Таблички с номерами падали в пыль, словно свидетельство преждевременной гордыни. А Иван шел ровно, уверенно. Он не торопился. Не потому, что не мог, а потому, что знал. Эта гонка не про скорость, а про выносливость. Он шагал в унисон с дыханием вербы, слышал каждый ее выдох, чувствовал, когда ее шаг замедляется, когда мышцы начинают дрожать. В эти моменты он не подгонял. Он говорил ей тихо, едва слышно, но с такой теплотой, что слова словно обволакивали боль. Он знал, когда ей нужно остановиться под склоном дерева, когда дать отдохнуть в тени скалы, когда просто постоять рядом, положив руку на шею и молча передать уверенность. Он вытаскивал из сумки заранее приготовленные тряпки, чтобы протереть пот с ее глаз, поил из фляги, которую экономил для нее. Каждое движение было осмысленным, наполненным заботой. И верба отвечала. Она продолжала идти, даже когда ноги уводила в сторону, даже когда ветер норовил сбить с ног. Они не обгоняли. Они не боролись. Они шли как единое целое, шаг за шагом, сердце к сердцу, воля к воле. Их путь был не напоказ. Но в нем было то, чего не хватало другим — доверие, терпение и любовь. Когда они достигли финиша, под вечер, под багровое небо и шелест аплодисментов, весь поселок уже стоял на ногах. Не ради победы, а ради чуда. Они пришли не первыми, но они пришли. Целыми, гордыми, свободными. Через неделю директор местного конного клуба предложил Ивану работу — учить детей ухаживать за лошадьми, рассказывать истории. А однажды, в один из дождливых дней, к мастерской пришел Артем. Без костюма, без охраны. Он не просил прощения. Он просто посмотрел на вербу, потом на Ивана и сказал: «Я бы хотел попробовать снова, с самого начала». Так история бездомного и списанной лошади стала легендой. Иван и верба стали символами того, что настоящая сила в умении заботиться, верить и идти вперед, даже когда остался один. И если ты способен дать жизнь другому, ты возрождаешься сам. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.